Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Мы собрали еще один ролик, в который вошли сериалы, рекомендованные нашими подписчиками. Сборник получился довольно интересным. И если ты уже смотрел что-то из этого, обязательно оставь свое мнение в комментарии. Ну а мы поехали! А начнем мы с одного из самых топовых проектов в этом сборнике. Любителям гангстерских саг приготовиться. Сериал повествует о восхождении главы мафиозной семьи Ризутто, контролирующей преступный мир Монреаля. Сериал начинается с того момента, когда Вито возвращается домой из тюрьмы. Но за время его отсутствия мир изменился, и те, кто раньше был его союзником, стал врагом. И все же Вито намерен вернуть себе власть в преступном мире. «Дурная кровь» – канадский криминальный драматический сериал. Основой послужила реальная история жизни и падения одного из самых известных криминальных боссов Канады – Вито Ризутто. Роль криминального босса исполнил австралийский актер Энтони Лапалья, наиболее известный зрителю по роли Джека Малоуна в сериале «Без следа», которая, кстати, принесла ему премию «Золотой глобус». Сериал хвалит за внутрикадровую атмосферу, реалистичное изображение и сильную актерскую игру. Это вполне достойный конкурент таким проектам, как «Сопрано» и «Нарко». Рекомендацию к просмотру дал наш подписчик Андрей Матюхин. Еще один проект, который, на мой взгляд, не уступает предыдущему. Сюжет этого сериала состоит сразу из нескольких переплетающихся историй. Молодая шведская женщина когда-то уехала в Сирию со своим мужем-джихадистом. Но, столкнувшись с жутким миром ИГИЛ, она ищет возможность сбежать обратно в Швецию. Ей удается сообщить офицеру шведской службы безопасности о готовящемся теракте в Швеции. Сериал «Халифат» – это шведский драматический триллер, вышедший в 2020 году. Проект основан на реальных событиях, что делает его вдвойне привлекательным. Сериал хвалят за реалистичность и многослойность персонажей, сильную актерскую игру, а также за смелость в освещении сложных тем. Проект держит зрителя в напряжении до последнего эпизода и при этом избегает излишней пропаганды. Рекомендацию к просмотру дал Николай Долгополов. Главный герой – блестящий профайлер. Он содействует нью-йоркской полиции в раскрытии самых изощренных преступлений. Ему помогает уникальный талант, способность мыслить как убийца. А все потому, что его отец – один из самых известных серийных убийц по прозвищу Хирург. «Блудный сын» – это сериал в жанре криминального триллера с элементами психологической драмы. В актерской команде выделяется Майкл Шин, известный многим зрителям исполнением роли Тони Блэра в фильмах «Сделка», «Королева» и «Особые отношения». Сериал отличается превосходной актерской игрой и необычным сюжетом, семейной драмой, мистикой и криминальной линией. Также отмечу стильную визуальную подачу и напряженную атмосферу. На IMDb сериал имеет рейтинг 7,7 балла из 10 возможных. А рекомендацию к просмотру дала наша подписчица Елена Охотникова. Действие этого сериала происходит в 9-10 веках. Это времена правления короля Альфреда Великого. Это именно он сумел отвоевать английские земли у датских викингов. Главным героем повествования выступает Утред, потомок благородного саксонского рода. Еще в младенчестве он был похищен датчанами и воспитан как викинг. Спустя годы он оказывается между двумя мирами – саксонским и датским, и вынужден для себя выбирать чью-то сторону. «Последнее королевство» – это британский исторический драматический сериал. В основу сценария легла серия романов Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники». Роль главного героя безупречно исполнил Александр Дрейман. Сюжет охватывает период объединения отдельных королевств в единую Англию. Сериал берет зрителя своей исторической атмосферностью, харизматичным главным героем, сильными второстепенными персонажами и масштабными сценами сражений. Проект имеет высокий рейтинг 8,5 балла, а рекомендует его наш подписчик с ником Деист. Действие этого сериала разворачивается в 1941 году в Северной Африке. Разочарованный в эффективности традиционных военных методов, молодой и эксцентричный офицер Дэвид Стерлинг предлагает создать новое подразделение. Его задача – совершение диверсий в тылу врага. Так появляется особая воздушная служба, предназначенная для выполнения опасных миссий против нацистов в непростых условиях пустыни. САС «Неизвестные герои» – британская военная драма 2022 года. Сюжет основан на реальных событиях. Сценарий написал Стивен Найт, известный своей работой над «Острыми козырьками». Зрители отмечают динамичный сюжет, качественную постановку и харизматичные персонажи. Проект удачно сочетает в себе военную драму и уместный английский юмор. Сериал имеет высокий рейтинг 8,2 балла. И рекомендован к просмотру нашим подписчикам с ником Алексей Семянников. Этот проект рассказывает о внутреннем антикоррупционном подразделении полиции.
Его задача – расследовать коррупцию среди высокопоставленных офицеров. Каждый сезон – это отдельное дело, в центре которого подозреваемый полицейский. При этом сквозной сюжет развивается от сезона к сезону, раскрывая более масштабную коррупционную сеть. «По долгу службы» – британский криминальный драматический сериал. Это один из самых популярных британских сериалов последнего десятилетия. Сериал хвалит за напряженную атмосферу, непредсказуемые повороты сюжета, актерскую игру и достоверно переданную работу полицейской службы. Сериал с высоким рейтингом 8,7 балла рекомендует наш подписчик Витаускас Ландсбергис. А теперь плавно перетекаем к работе Главного управления внешней безопасности Франции. Такой себе аналог ЦРУ. Центральная фигура сюжета – Гийом де Байль, он же агент с позывным Молотрю. Он возвращается во Францию после 6 лет миссии в Сирии. Несмотря на жесткие инструкции правил безопасности, он продолжает отношения с женщиной, с которой познакомился во время своей миссии. «Бюро легенд» – это французский шпионский драматический сериал. Он по праву считается одним из лучших шпионских сериалов последних лет. Многие его ставят на один пьедестал с такими культовыми проектами, как «Родина» и «Шпион, выйди вон». Сериал получил восторженные отзывы как во Франции, так и за ее пределами, за реалистичность в изображении шпионской деятельности, глубокую проработку персонажей, напряженный сюжет и стильную подачу без лишнего пафоса. Рейтинг сериала составляет 8,7 балла, а рекомендуют его наши подписчики Елена Храпова и Зурбаган. Красная эпидемия унесла жизнь всех взрослых. Дети, не достигшие половой зрелости, оказались невосприимчивыми к нему. Анна после смерти матери всячески пытается защитить своего младшего брата Астора. Для защиты от возможных опасностей 13-летняя девочка держит его в изоляции в семейном доме, пока сама находится в постоянном поиске еды и припасов. Но приходит день, когда Астора похищает банда детей «Синяя». Анна отправляется на поиски своего младшего брата. «Анна» – итальянский постапокалиптический 6-серийный сериал 2021 года. Сценаристом и режиссером проекта выступил Николо Амманитти. Проект был снят по одноименному роману, написанному в 2015 году самим же режиссером проекта. Зрители в своих отзывах отмечают интересный и необычный сюжет. От себя замечу прекрасную работу режиссера с детьми и высококлассную операторскую работу. Но хочу предупредить о наличии в сериале жестоких сцен, что делает его неподходящим для впечатлительных зрителей и детей. Сериал с рейтингом в 7 баллов рекомендован к просмотру нашим каналом. Ну что, на сегодня у меня все. Напоминаем, что ты можешь поддержать наш канал донатами. Для этого найди кнопку или ссылку в описании ролика. И мы будем безмерно тебе благодарны за твою щедрость. Всем пока-пока, услышимся!